Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Самостийные СМИ публикуют ужасные кадры последствий прилета вражеских дронов по Одесской области и сообщают, что порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены. Остался и еще в Ренне, но по нему тоже наносятся мощные удары. Как рассказывают информационные фраера, то бишь телеграм-сообщества Одессы, и ночью на 8 сентября в течение 3 часов был атакован ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже 4-я атака на Измаильский район за последние 5 дней. Согласно оперативной сводке пресс-службы повітряних сил Украины, в результате налета шахидов, так незалежные называют наши герани, повреждены объекты портовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. По сути, ставится крест на альтернативном черноморском маршруте украинских зернотрейдеров. В этой связи украинская экспертная тусовка вспоминает, что снятие морской блокады в мае 2022 года оценивалось З-командой как мегапобеда, которая была нужна Генштабу ВСУ и Офису президента в преддверии негативных информационных взрывов по Азовстали и Северодонецку. Значит, то, что сейчас происходит, это мегапоражение Банковой. Тогда жовто-блакитные экономисты писали, что экспорт зерна позволит не повышать налоги и обеспечит ВСУ достойным жалованием. Да, Запад предоставляет огромную военную помощь и помогает деньгами, но этих средств все равно не хватает на зарплаты почти миллионной армии Зеленского. Порты Ренни, Измаил и Килии являлись окошком возможностей для экспорта украинской сельхозпродукции по территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции. Теперь 2 из 3 транспортных дунайских коридоров накрылись медным тазом, а последний ежедневно утюжится геранями. По оценке самостийных пабликов, где-то к концу сентября поставки пшеницы и сои по Черному морю прекратятся окончательно. А тем временем блокада украинского зерна Польшей, Венгрией, Румынией, Болгарией и Словакией продолжается. Варшава, Будапешт, Бухарест, София и Братислава объявили о намерении продлить запрет на импорт агропродукции из Незалежной после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя. Об этом сообщает Политика со ссылкой на источники в Евросоюзе. Еврокомиссар на условиях анонимности сообщил изданию, что решение о продлении ограничений является чисто политическим. В той же Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов внутри страны. Причиной введения ограничительных мер на уровне Евросоюза стал тот факт, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить ситуации, когда отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов используют эту ситуацию, пояснил чиновник. Такая позиция союзников привела к тому, что Банковая готовит увеличение военного налога. Как информируют говорящие головы Украины, уже на этот год у Офиса президента нет денег. В частности, по словам нового министра обороны Украины Рустема Умерова, в казне Украины не хватает 250 миллиардов гривен, более половины триллиона рублей, на выплаты защитникам незалежности до конца года, то есть на зарплаты ВСУшникам, воюющим на фронте. Деньги планировали получить от продажи зерна. Теперь Нацбанку Украины придется встать на колени перед МВФ, чтобы получить разрешение на печатание такого количества гривен. Но вряд ли директора фонда согласятся. По словам инсайдеров, вхожих в Банковую, Зеленский истерит каждый день, поскольку его рейтинг опять летит вниз. Во многом из-за того, что Килия, Измаил разрушены, а Ренни на очереди. Все попытки припугнуть русских вовлечением румын в конфликт, якобы из-за попадания по их стране, проваливаются. В Альянсе не видят признаков умышленного нападения России на Румынию, сказал лучший друг бандеровцев генсек Столтенберг, комментируя найденные обломки дрона на румынской территории. Его речь процитировало информагентство Reuters. Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО. Расследование идет сейчас. У нас нет информации об умышленной атаке со стороны России. Чтобы перебить зерновой зашквар и отомстить за порты Измаила и Килии, Офис президента поручил Генштабу ВСУ организовать перемогу в Херсонской области. Защитникам незалежности из отряда укрсамоубийц поручено было освободить какой-нибудь остров на Днепре. Типа майданутому обществу нужно дать надежду на окружение Энергодара. Будто для этого защитники незалежности ударят с Херсонского фронта и рванут навстречу подразделения, якобы пробивающимися через Работино.
Жовто-блакитные экономисты утверждают в зомбоящик, что контроль ВСУ над ЗАЭС может компенсировать Украине потерю зерновой сделки. Дескать, электроэнергию купят те же поляки, которые встали в зерновую позу из-за недовольства своих фермеров. Чем это закончилось, можно узнать из заявления начальника пресс-центра группировки «Днепр». По его словам, на Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, уничтожены 3 украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны. Об этом идиотском рейде сообщил также Американский институт изучения войны (ASY). По сведению экспертов ASY, 2 украинские десантные группы общей численностью около 3 десятков человек выдвинулись из северной части острова Перевальский, он же Казацкий, к западу от Новой Каховки. Но российская артиллерия и танковые подразделения на левом берегу Днепра отбросили украинские силы обратно в северную часть острова. Как прошла бандеровская ответка за порты Измаила и Килии, рассказали наши телеграм-каналы. ДРГ выдвинулись вглубь острова для создания плацдарма. Он необходим для последующего удара по Новой Каховке. Противник не ожидал противодействия со стороны российских войск в дельте Днепра. Российские подразделения заблаговременно выдвинулись в район высадки после получения развединформации. Поэтому украинские подразделения ждали. Сначала дистанционно были подорваны мины, а затем разведгруппы вооруженных сил Российской Федерации, которые находились в засаде, при поддержке минометов и танков с левого берега, завязали бой. По имеющейся сейчас информации, в рядах 131-го ОРБ началась паника. Штурмовые отряды сбежали на север острова, бросив раненых и убитых. На берегу группы заняли круговую оборону в ожидании эвакуации. Полодки, вышедшие за попавшими в засаду, нанесли удар сперва артиллерией, а потом дроном. Плавсредства затопили у берегов. Другая лодка подорвалась на мине к северо-западу от острова. ВСУ потеряли в этой бессмысленной миссии более 20 человек, а оставшаяся ДРГ под прикрытием шквального огня артиллерии и минометов сбежала на правобережье Днепра. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.